ужинала и готовила. Итак, пойду к ручью, постираю перчатки, сапоги помою, потому что очень грязные. Сама умоюсь, может даже искупаюсь, ну посмотрю по настроению. Проверю фотоловушку. И если съели еду, живность какая-то вдруг была, тогда добавлю еще еды. Я, в принципе, 400 грамм еды взяла для всякой лесной живности. Ну и плюс там косточки от курочки. Так что... А потом уже можно будет обедать. Есть хочу. Вот как раз прогуляюсь. И прям буду очень голодная. Буду есть. Итак, подошла к месту фотоловушки. И прежде всего смотрю, съедена ли еда. Еда не съедена. Это очень грустно. Возможно, тот старый енот, который тут жил, в общем-то, уже не живет. Или спит. Может, в спячку отправился. Но я надеялась, кот придет. Или еще какая живность. Ладно, переставлю фотоловушку. Прям не знаю, жалко. И иду. Я уже губы раскатала, думала, тут просто миллион кадров. Все, кипячу супчик. Добавила все остатки мяса, которые были. Прокипячу. Все-таки второй день, надо все съесть. Ну, раз такая классная погода, поем на улице. Что там теснится-то внутри? Суп. Потом водичка с орешками, со сладостями. Кстати, сижу тут. И вот если не говорить, слышно, как птички по траве, по листьям шебуршат, прыгают по веточкам. Тихо, ветра нет. И вот этих только птичек и слышно, как они и там наверху, и здесь. Такие забавные. В общем, они кушают, и я буду есть. О, супчик еще наваристей. Ну, всем приятного аппетита. Буду трапезничать и наслаждаться тишиной. Даже не верится, что сегодня декабрь, 11 декабря. Настолько тепло, настолько прекрасно. Я как будто перенеслась в весну или там в осень. Сижу так и дома я уезжала, уже так снежок лежал, ну и в районе 0 была температура. А здесь хожу на распашку, когда работаю, мне откровенно жарко. Да, я рада, что я сюда поехала. Перенеслась буквально во времени, в теплое время года. Я балдею. Реально какое-то копытное кружево вокруг моего домика. То есть там и там все обложила. Интересно, кто? Мне кажется, для косули это брутально слишком. Может, кто покрупнее. Горный козел какой. Олень. Лось. Тут все водятся. Интересно. Ну, а я буду сейчас пилить веточку для стола.
Нашла две прекрасных ветки с листьями и постараюсь их сейчас так поставить, чтобы немножко замаскировать трубу. В общем-то, мое жилище издали не видно, а вот трубу видно. Вообще ее надо покрасить как-то, может, сажу вымазать в черный, в темный цвет надо как-то обработать.
Вы знаете, прям стремительно становится все более пасмурно и, соответственно, темно. Это соль у меня. Ну, такой столик. Получился. Теперь можно на печку не тулить посуду. Все можно ставить здесь. Так мрачно стало. Прям таки пасмурно. Кстати, на камере более все светленькое. На самом деле в лесу так мрачно, темноватенько, хотя еще 4 нет. А я уже столько всего сделала. Я сама в шоке, как я все быстро делаю. Сейчас включу. Уже и тут красоту навела. Уже печку, все, столик, спальная зона, постелила. Наверное, сейчас что-то готовить буду. В принципе, наработалась. Дверь уже на завтра оставлю. Куда столько работать? Да. И тихо-тихо. Иногда ворона кричит, каркает. Иногда порыв ветра. А в целом тишина. Только что снимала, как на улице пасмурно. И тут же зашла, и пошел дождик. Все, обещанный дождь пошел. Ну что, попробую первый раз разжечь печь. Я разжигала, когда она была еще не готова. Но тяга была тогда не очень. Сейчас я удлинила трубу и немножко уменьшила вход, а также сделаю дверку. И посмотрим, сработает ли это все. Тут мусора куча, сейчас попробую этот мусор поджечь. Потихоньку начинает. Ну все, тяга пошла. Стоит приятный печной гул.
в домике становится все уютней. А у меня есть бекон, у меня есть картофель. И я сейчас картофель с беконом и зеленым луком небольшим количеством воды протушу. Ух ты, мне нравится звук. Да, вначале дым шел сюда, но когда огонь там начал гореть, все. Кстати, у меня газа мало, поэтому, конечно, надеюсь, что я буду в печи что-то готовить. Все время на все 6 дней газа не хватит. Мы сейчас это сожгу. Здорово. Столик. Кстати, дождик то моросит, то не моросит, то срывается, то не срывается. Будет такое блюдо. Надо есть более так насыщенно, иначе я просто не справлюсь. Оп. Ух, дождик выпускает. Конечно, не супер удобно, но между тем система рабочая. Ух ты! И вот тут с краю поставлю кастрюльку. Вот так вот.
там ни было, а ужин в печи я приготовила. Вот такой у меня ужин. И воду на завтра закипятила. Хорошо. Ну и все. Поела, поужинала. Посмотрела слабые моменты печи. Завтра доработаю. И в принципе можно будет нормально пользоваться. Ну а сейчас укладываюсь, буду смотреть фильмы, слушать книжки, слушать дождь. И постепенно засну. Так что всем спокойной ночи. Таким был второй день этого похода. До завтра, друзья. Так вот сегодня. Доброе утро, друзья. Вот так вот всю ночь шел дождь. Под утро немножечко, не знаю, что у меня на голове, как я там себя снимаю. Ну, что есть. Под утро немножечко прекратился, а потом опять пошел. И дождь. Сразу, конечно, сыро, ну такое не сыро, но здесь-то сухо внутри, но общая зябкость ощущается в воздухе. И неприятный момент, главное, ночью я это обнаружила, что тут в одном месте капает. Да. Не сильно, но все же. В общем, хорошо, у меня есть пленка, я ее на водосборник приносила там. Вот это я первым делом делаю эту брешь, так сказать. Но здесь везде сухо. Я уже проверила, везде сухо, только в одном месте. Уколола там пленку. И что за день сегодня будет? Я люблю дни активные, когда я что-то делаю, там, строю. А даст ли дождь сегодня заниматься делами, не знаю. Хотелось бы заниматься делами. Я не хотела бы целый день валяться, смотреть фильмы. Мне такие дни не нравятся, вообще не нравятся. Целыми днями смотреть фильмы. Вот. И сейчас опять стандартная проснулась около 8. Ну вот, провалялась до 8:35 только из-за того, что дождь. Думаю, ну и что, хватит куда спешить-то. Такое утро. И на противоположном склоне на GoPro, наверное, не видно, стелется облако. Ниже верхушек облако стелется. Я думаю, что там такое белое? И оно движется. Явно облако. Прикольненько. Все такое сырое. Ну еще бы столько лить. Ух. Ладно, прежде всего займусь латанием. Хорошо, пленка есть. И, значит, надо привезти еще. А то мало ли. Я-то думала, там супер-пупер. Но с другой стороны, что я хотела? Использовать тонкую пленочку и спанбонд и кривые ветки. Конечно, большая вероятность, что это может проколоться, прохудиться. Как-то сделала. Кстати, очень плотно, трудно было протянуть пленку, поэтому не идеально, конечно. Насколько смогла, протянула. Ну, посмотрим. Постелила, кстати, пленка для водосбора. Все, не буду водосбор делать, потому что кое-где на ней дырочки появились, то ли животные проели, то ли кто. Ну, в общем, она будет для латания и накрывания вот тут земли. Все же аккуратней выглядит.
Однако время завтрака. Так, на завтрак у меня кашка, чай и рулетик такой с сыром творожным. Как этот лепешка. И лепешка с творожным сыром. Ну, что хочу сказать. Питаюсь я тут, конечно, шикарно. Просто шикарно. Так, кашку-малашку, пока она горяченькая. Угу. И в прикуску лепешкой и сыром. Красиво жить не запретишь. Всем приятного аппетита. Так, обрисовываю ситуацию. Вот эти щели. Вчера, когда я растопила печь, вот отсюда валил дым. Они маленькие, казалось бы, но дым находит путь. Поэтому сейчас пойду за глиной. И вот все вот эти щелочки, все эти вот трещинки, все это мне нужно замазать. Конечно, хотелось бы глину без камушков. Лес, конечно, сегодня сырой и мрачный. Но между тем дождик пока прекратился. Капает только с деревьев. И на небе даже есть какие-то просветы голубые. Это хорошо. Значит, не полностью затянуло. И значит, будут вот такие окна. Без дождя. Кстати, думаю, насколько многим людям я кажусь очень странной. Где-то одна в лесу, в сырую мрачную погоду. Я тут ковыряюсь в яме с глиной, в грязище. Ну вообще, разве это деятельность для женщины, для девушки? Как можно этим вообще заниматься? Я вот занимаюсь, и мне так прикольно, так интересно. Так. В общем, походила все-таки вот этот выворотень. Вот здесь самая лучшая глина. Ну, как лучшая, она тоже не очень, но хоть что-то. Просто в этой глине очень много вкраплений камней. Конечно, для замазывания тонкая работа, она не очень. Что есть, то есть. Буду как-нибудь пытаться. Да. Конечно, что в грязище купаться, не сказать, что я в восторге от этого. Но приходится. Надо все-таки печь довести до ума. Кстати, вчера топорик уже почистила. Не думала, что сегодня придется опять в глине ковыряться. Ну что? Зато глина грязнючая, ее можно почти не замачивать. Все-таки дождь. Пакет этот прочный, хороший. Ну, тут не буду таскать сразу много глины. Вот всю эту использую. Тут немножко наращу и тут все позамазываю. Потом, если надо будет, еще принесу. Все равно надо смачивать.
Кстати, пока двигаюсь, тут хорошо бы, конечно, полить всю эту печь. Как-то. В общем, когда двигаюсь, мне тепло. А вот когда сижу, все-таки сегодня зябкий день. Сыро. Сыро, и поэтому зябко. Конечно, надо будет сегодня идти за водой. Глина очень-очень крупно ячеистая. Не ячеистая, а крупно, как это сказать, зерновая. Камушки, камушки, камушки. Камушками не замазать. Пробуем, сколько получится. Пока дождь, занимаюсь зарядкой, фонарики надо зарядить, аккумуляторы для камеры.
Сегодня буду обедать раньше, чем обычно. Ну, наверное, из-за того, что делать нечего, скучно. Слушаю книжку, смотрю на дождь. Печку сделала. И вот на обед будет у меня паштет с лепешками и чай. Хочется горячего чая. Паштет с маслинами. Какой-то. Такой нехитрый обед. Иногда выскакиваю под дождь. Но надо признать, костюмчик, да. Капли просто собираются на ткани, но внутрь не протекают. Так. Вот так вот зарядил дождик. Основательно прямо. Основательно. Конечно, в такую погоду, с одной стороны, антуражно дождь, все такое, а с другой стороны, не знаешь, что снимать. Так как газа у меня мало, я небольшим количеством воды заварила чай. Закипятила небольшое количество воды. И разбавлю с термоса. Тут горячая, но уже не кипяток. Кстати, когда такая погода, всегда думаешь про животных. Как они вот... У них-то нет домика, норки. Там какой-то... Нет, ну у некоторых есть норки. Но нет теплого домика. И вот думаешь, как же они. И вот когда видишь птичек, которые ведут себя точно так же, как вот... Что дождь, что хорошая погода, также прыгают по веточкам, выглядят довольными. И так и понимаешь, что животные действительно... И в плохую погоду чувствуют себя нормально. Такой бесхитростный обед. Небольшая пауза в дожде. Я решила сходить к ручью, набрать воды, помыть перчатки, постирать. Ну и вообще погулять. Сегодня день менее активный, чем вчера и позавчера. Но, с другой стороны, все равно время достаточно быстро идет. Ну, а что я делаю? Слушаю аудиокнижку, в общем-то. Фантастику очередную. И уже почти 2 часа дня. Ну, я рада тому, что хотя бы немножко поработала над печью. Заделала промокающую часть крыши. Это уже неплохо. Это уже неплохо. День, так сказать, проходит не зря. Да, из-за дождика воды значительно прибавилось. Она мутная, придется фильтровать через ткань. Прямо потоки, потоки.
А таки залив у ручья. Просто смотрю и слушаю. И думаю о том, насколько поднимется еще река и как я буду отсюда выбираться. Это может быть знатное приключение. Фу, пока дошла, так разогрелась. Сидишь, ну, становится зябковато все-таки. Хоть это и декабрь, для многих странный декабрь, с плюсовой температурой, с дождями. Но между тем декабрь, и все равно прохладненько. А вот прошлась, да, в горку, и прям ух. Можно было бы теоретически и дверь делать. Но я скорее не дверь, а такую калиточку хотела сделать. Потому что дверь тут неуместна, она будет не гармонично смотреться в открытом виде, прежде всего. Но все, сегодня дождь вот этот, как-то я уже расслабилась и хочу вот отдыхать. Ну и буду этим заниматься. Я ж сама себе хозяин, не буду себя так вот заставлять, насиловать. Не хочется, значит не хочется. Во как дятлы работают. Вот это они тут поработали. Дерево, правда, рядом с моим строением. Лишь бы оно не упало на мое строение. Кстати, вовремя пришла. Начинает моросить снова дождик. Еще не сильный, но моросит. И птичка там что-то разволновалась, как будто там кто-то ходит, бродит. Может, животное, а может и человек. Кто его знает.
что, время готовить ужин. На ужин я хочу опять приготовить супчик. Одна последняя картофелина, булгур, специи, никакого больше мяса. Будет чисто такое вегетарианское блюдо. Вкусное.
В общем, я хотела спокойно поесть горячего супчика и пожаловаться на то, что стало холодно. И тут как начали орать кабаны, да чего ж они страшно кричат. Признаться, адреналин в кровь так со страшной силой ринулся. Хорошо суп не остыл. Все-таки вопят они страшно. Они же сюда ходят большой толпой. Они не ушли, они сюда идут. Надеюсь, слышно на камеру. Где-то рядом и все не уходят. Может, даже подходят. Вроде затихли. Но все равно, когда так вот они орут, просто страшно. Ну и, конечно, не знаешь, чего ожидать. Вот подошло бы стадо сюда, и кто его знает, как бы они себя повели. Да, я виделась с кабанами 3 раза. Но адреналин все время зашкаливал. Ну, тут, конечно, зверь, он есть зверь. Можно думать, что все будет отлично. Но зверь — это все-таки непредсказуемое существо для человека. Мало ли, что у него там в голове. Просто переклинит. Что-то там не понравится ему там. Запах, звук, шелест. И пойдет в атаку. Все, я в спальнике.
адреналин малость успокоился. Но они орут страшно. Ну, вы слышали, да? Просто как зверюги. Как будто там не кабаны, а стадо хищников друг с другом дерутся. Хотя хищники даже так не орут. Хотя в африканской саванне звуки, думаю, пострашнее. Чувствую, будет очень холодно. Ночь будет холодная. Печь еще чуть-чуть надо доработать, поэтому я на ночь дрова туда не запихиваю. Что догорит, то догорит. Но между тем камень слегка-слегка тепленький и дверка тепленькая. Так, чуть-чуть тепла в домик. А так в двух флисках, термобелье, спальник укрою блестяшкой. И думаю, будет хорошо. На голову одену баф, потому что с головы, конечно, тепла много уходит. Ну и на этой ноте всем спокойной ночи. Надеюсь, кабаны ночью меня не потревожат, убежали уже. Все-таки рычат они страшно. И сразу думаю, буду идти обратно. Вот. Встречу так. В прошлый раз я ж так и встречала. Ну, как в прошлый раз. В прошлые свои встречи с кабанами. Так шла по лесу. И кабаны из стада. Ух! Привет, так сказать. Один на меня прям пёр. Я не знала, как его остановить. Он меня, наверное, не видел. И буквально остановился в 1,5 метра от меня. Как я на него там улюлюкала. Он думал и ушел потом. Да, я и забыла, что они так страшно орут. Фух, ну пока вроде замолчали. Ладно, всем спокойной ночи. Продолжение следует. Все самое интересное впереди. О, как мне это нравится. Вот это метелище. Ух. А по прогнозу ничего подобного не было. Ой, тут же упала. Ёп. Если получится. Ой, по скользкому. Наверное, придется всеми 4 конечностями. Иначе никак. Что-то я... Ой, блин. Соскальзываю. Ёп, красоты. Как же туда вылезть?